Всем доброго времени суток! Приветствую вас в очередном нашем видео. Я немножко вышла в город, мне нужно было сходить по кое-каким делам. Немножечко покажу вам окрестности городские, и есть пару тем, которые я бы хотела сегодня поднять. Скажем так, о наболевшем, о льготах в Беларуси, да, о подоходном налоге, о налогах в принципе, вычетах, платежах и так далее. Что называется, наболело и накипело. Хочу немножечко высказаться по этому поводу. Ну что ж, кому интересны такого плана ролики, оставайтесь со мной. Ну, а я сейчас иду в соцзащиту. Мне нужно отнести справку в Совбез дочкину. Она у меня получает выплаты. С чего все начиналось? Предыстория немножечко. Да? Почему накипело и почему наболело, что называется. На основном моем канале, у меня есть еще один канал вязальный, да, девчонки, рукодельницы знают, что я вдова. У меня муж умер в 16 году, и так получилось, что воспитываю дочку я одна. То есть, да? Ну и среди знакомых, естественно, об этом тоже знают. Я не являюсь матерью-одиночкой, я не являюсь РСП как таковой, да, разведенкой с прицепом. Об этом понятии я услышала на просторах интернета, да, что РСП – это разведенная женщина с прицепом с ребенком. Я таковой не являюсь, не была. И также не являюсь матерью-одиночкой. Это так, ремарка на полях, да. Знакомые окружение об этом тоже знают. Живем с дочкой вдвоем. И очень часто слышу такой вопрос. Но у тебя же льготы, у тебя же выплаты, ты получаешь, зарабатываешь зарплату, ты получаешь выплаты на дочку, там, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, и все в этом духе, да. Хочу немножечко сегодня пояснить, какие же такие льготы имеют семьи при потере одного из кормильцев, да. Сейчас подробнее с вами этим всем обсудим. И какие же такие плюшки я все-таки с этого имею. Или же все-таки нет. И единственной ощутимой такой плюшкой, которая сейчас пользуется дочь, это выплата от государства, пособия по потере кормильца. Да? Ей сейчас 18 лет, и она получает это пособие уже самостоятельно на собственную карту через банк. Да? До 18 лет я получала на нее эти деньги на свое имя. Принято считать, что это пособие платится по истечению, то есть до 18 лет, да, как алименты. Но это на самом деле немножко не так. Почему я говорю, что дочь 18-летняя их продолжает получать, только уже на свое имя, потому что она студентка дневного отделения. Поэтому здесь немножечко тоже столкнулась с тем, сейчас отступлю от темы, да, столкнулась с тем, что немножко некоторые люди, женщины, в принципе, наверное, кто не сталкивался, об этом не знают. Если ваш ребенок совершеннолетний уже, да, который потерял одного из родителей, учится, то есть на дневном отделении, заочники не в счет, то он продолжает получать эти выплаты только уже самостоятельно. С единственной разницей, что должен предоставлять ребенок, в смысле, справку из деканата, что он учится на дневном отделении. У меня у дочери 18 лет было в марте. Мы этот момент прошляпили. Я об этом немножечко не знала, что ей нужно идти самой в соцзащиту и писать заявление, и нести свои паспортные данные и номер счета, да. Нам в свое время об этом никто не сказал, но за март, естественно, мы тогда дочка выплаты не получила, да. Но это все решаемо, потому что она училась на тот момент, да. Она взяла справку из деканата, она сделала сама себе счет в Беларусьбанке. И все это отнесла в соцзащиту, написала заявление, и в апреле ей выплатили как за март, так и за апрель пособие, да. И все догоняют народ этим пособием, этими выплатами. Что такое эта выплата? Откуда она, как она считается, откуда она берется? На сегодняшний день, сегодня у нас что, октябрь, уже октябрь 2023 года. На сегодняшний день дочь получает, чтобы вы представляли немножечко, да, я озвучу сумму в долларах, это чуть больше $100, да, немножечко больше.
По сути, прожиточный минимум. Как рассчитывается? Почему так мало, спросят некоторые? Потому что есть выплаты гораздо больше. На самом деле это так. Она не фиксированная, эта выплата, и она берется от дохода кормильца, которого потеряли. Но при этом не более 75% от дохода. Бывают такие моменты, когда эта выплата, то есть максимальные даже 75% от дохода кормильца, не дотягивают до прожиточного минимума. Бывает даже так. У меня у мужа на тот момент доход не дотянул до этого прожиточного минимума, и дочери доплачивают. Именно доплачивают. Почему произошло так? Потому что последние 2 года жизни у меня муж находился на второй нерабочей группе. И у него самого последние 2 года был доход, ну, такой себе, долларов 100 на тот момент. Это на 2016 год, чтобы вы понимали. И что такое 75% его дохода, а берут они за последние 5 лет жизни, брали на тот момент, по крайней мере, на момент 2016 года, брали за 5 лет последних жизни, да, и сами понимаете, какой там был доход. Поэтому так. Что касается, это, можно так сказать, единственная плюшка такая ощутимая, можно сказать, если это можно так сказать, ощутимая сумму в $100. Дальше, какие плюшки имею я? Сейчас буквально проедет велосипедист, я расскажу. Из плюшек у меня осталась скидка по подоходному налогу на детей. Есть, если кто знает, да, в принципе, все об этом знают, есть такое понятие, как скидка по подоходному налогу на несовершеннолетних детей. Она у многих, кто работает по найму, выделена в расчетных листах отдельной графой. Да? Но это касаемо детей до 18 лет. Но поскольку у меня дочь совершеннолетняя, и она учится на дневном отделении, она берет, опять же таки, справку в деканате. Я эту справку отвожу на работу, и с меня не берут с определенной суммы подоходный налог. Я точно сейчас не помню, там, по-моему, сумма 100 рублей, то есть деньги небольшие, но тем не менее они капают. Поясню сейчас немножечко, имею в виду не 100 рублей, которые упали, нет, необлагаемая сумма. Да? С этих 100 рублей, то есть не берут 13 рублей всего лишь. Тем не менее, единственная плюшка такая, да, поскольку дочка учится у меня на бюджете, это единственная плюшечка такая, которая не берется у меня 13 белорусских рублей в месяц. Много? Нет. Момент такой, у кого дети учатся на бюджете, да, точнее не на бюджете, а на дневном отделении, и платят за родители, когда платят за учебу. Да, такой маленький момент. Возможно, не все об этом знают, возможно, вы знаете, но тем не менее я об этом напомню. Если вы платите за образование детей, вы также можете привести справку, чтобы ваши дети вам привезли, точнее, справку с деканата, что они являются студентами платного отделения, да, вам уже будет такая же необлагаемая сумма, да, как, допустим, у меня расчетом, да, плюс чеки о том, что вы оплачиваете за образование детей, и вам по этим чекам будет еще возврат подоходного налога в размере 13% от оплаченной вами суммы. Но это больше для тех, кто платит за обучение, для платников. У меня же этого нет. Единственное, что мне возвращают подоходный налог в размере 13%, делают возврат, то, что я отношу чеки по ипотеке. Да? У меня жилье куплено в ипотеку, я еще немножечко выплачиваю, не до конца еще выплачено, и мне возвращают по факту моих квитанций 13% от оплаченной мной суммы. И не поверите, этой суммой меня тоже догоняли. Догоняли, что вот тебе делают возврат, там бла-бла-бла, опять же таки, это деньги. Ну, на секундочку, ребят, я для того, чтобы мне сделали этот возврат по ипотеке, я за эту ипотеку плачу своими деньгами, на секундочку, да. Так откуда же логика, да? Вот меня вырубает вот эти вот моменты, да, у тебя же льготы. На секундочку, это все на сегодняшний день льготы. То есть мы с дочкой не можем подать на социальную помощь, как малообеспеченная семья, потому что у нас
В стране минимальная зарплата, вот эта зарплата минимальная прожиточная, как он считается, минимальный прожиточный минимум, да, что ли, если я не права, поправьте меня, потому что я не сильна в терминологии, у нас он покрывается. То есть даже если есть семьи, у которых на пару копеек больше, даже на одну копеечку больше, ну, условно возьмем, я не знаю, сколько сумма, не надо кидаться тапками, я для примера возьму. Допустим, сумма прожиточного минимума 300 рублей. Ну, если вы получаете, у вас доход совокупный на каждого члена семьи выходит 300 рублей и одну копейку, вы уже ни на какую помощь со стороны рассчитывать не можете. Вот и мы не можем. У нас чуть больше выходит, потому что дочь получает как раз-таки вот это пособие, которое равно прожиточному минимуму. Ну, и у меня есть какая-никакая, но зарплата. Поэтому эти льготы мы тоже не попадаем под такую возможность. И, по сути дела, это все плюшки, которыми мы пользуемся. Если вы пользуетесь еще чем-то, да, если вы знаете больше, чем я, потому что я не являюсь, я не утверждаю, что я там гуру во всем и 7 тазей во лбу, что я знаю все, нет. Возможно, я чего-то не знаю. Если еще есть какие-нибудь возможные льготы, если вы об этом знаете, пишите в комментариях. Я думаю, что это будет полезно почитать зрителям моего канала, да и мне, в принципе, тоже, потому что жизнь такова, и сегодня, да, и мир материален, и мы сегодня без денег, но никуда. Почему бы и не сэкономить хотя бы на том, что есть. Поэтому вот такое вот у меня мнение на этот счет, мои соображения, мои мысли. Все мои льготы вы сегодня услышали, так называемые. Я надеюсь, что подобных тапков, подобных вопросов у вас больше не возникнет. И повторюсь, если вы знаете какие-либо льготы для неполных семей, пишите об этом в комментариях. Я думаю, что эта информация будет для многих полезна. На сегодня у меня все. Спасибо за внимание и пока-пока.